Приветствую вас на канале Техревизор. В этом рейтинге я собрал лучшие смартфоны до 30 тысяч рублей, которые можно купить в 2024 году. Бюджет до 30 тысяч рублей – это такая золотая середина, в которую каждый бренд хочет запихнуть свой смартфон и захватить рынок, описывая какие-то нереальное превосходство над конкурентами и заставляя отдел маркетинга преувеличивать все, что можно. Так вот, чтобы не попасться на разные уловки и не купить раздутое нечто, завернутое в красивую упаковку, можете посмотреть на смартфоны из этого рейтинга. Я подобрал 10 смартфонов под разные задачи. И для любителей фото, и для гейминга, и для путешествий, и для рутинной городской жизни. О каждом смартфоне расскажу подробнее с учетом отзывов владельцев и реального опыта. И по итогу вы выделите для себя парочку смартфонов, которые в дальнейшем, может быть, даже купите. А чтобы вы могли узнать актуальную стоимость модели из этого рейтинга, я оставлю в описании под видео ссылки на маркетплейсы. Прежде чем продолжить, подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить выход новых обзоров и рейтингов. Ну а теперь приступим. 10 место рейтинга занимает Honor X9B. Смартфон из нижнего порога бюджета с ценником чуть выше 20 тысяч рублей на момент составления рейтинга. Его я взял в топ как телефон, который выделяется автономностью с увеличенной батарейкой, но остается при таком же стильном тонком дизайне. У 90% всех смартфонов сейчас в основном стоит аккум на 5000 мАч, а где-то и того меньше. Тут же Honor сделали 5800 мАч, поставили легкий процессор и получили чуть ли не рекорды по живучести относительно конкурентов. И видео на несколько часов дольше смотреть можно и в игры играть. Конечно, на Snapdragon 6 Gen 1 особо не наиграешься, но все же. В плане автономности только не хватило блока питания помощнее. В комплекте лежит блочок на 35 Вт, который с 0 до 100% делает за 1,5 часа, когда хотелось бы минут 50. Но все-таки за эти деньги нас решили наградить хорошим экраном. Большая диагональ на 6,8 дюйма, AMOLED-матрица с частотой обновления 120 Гц и повышенное разрешение 2652 на 1200 пикселей. В этом плане ничего не скажешь. Картинка яркая, насыщенная, плавная, с точной цветопередачей. Листать ленту соцсетей, смотреть фильмы и играть во что-то базовое – удовольствие немалое. Да и внешне Honor, как по мне, привлекательный. Да, весь в пластике, но есть оранжевый вариант с кожаной спиной. Ну как, эко-кожа, конечно. На торцах монодинамик, лоток под 2 нано-SIM и микрофон. Отдельный блок камер выглядит свежо. Есть основной модуль на 108 мегапикселей, бесполезный ширик с макро и фронталка на 16 мегапикселей. Снимает слабо в темное время суток, не имеет стабилизации, но на повседневные кадры этого с головой. На 9 месте Vivo V30e. Этот смартфон показался мне интересным выбором для подростков, которым интересно позалипать в ТикТоке и поснимать какие-то свои видео. На это, скорее всего, повлияло вот что. Во-первых, круговая вспышка, которую Vivo называют аурой. С ее помощью создаются теплые или холодные портреты при слабом освещении. Во-вторых, основной модуль на 50 мегапикселей с оптической стабилизацией и быстрым автофокусом. То есть можно снимать на ходу без смазывания, да еще и в высоком разрешении 4К. Есть еще ширик, но толку от него немного. Разве что днем можно сделать пару красивых кадров с захватом большого количества объектов. Фронталка тут тоже хороша, на 32 мегапикселя. Шикарно передает тон кожи человека и обрабатывает детали. Также есть и режим видеоблога с готовыми настройками камеры. В общем, с камерами тут можно хорошо играться. Из других преимуществ. Батарейка на 5500 мАч. Держит долго, на один активный день хватит гарантированно. В эконом-режиме чисто для звонков и редкого выхода в интернет все 2 дня протянет. Также тут блок для зарядки положили на 44 Вт, так что еще и заряжается за час. Из неизменного. Дисплей. 6,7 дюйма, Full HD+ разрешение и AMOLED на 120 Гц. Яркий, контрастный, с насыщенными цветами. Все классно, хоть и без излишеств типа Dolby Atmos или HDR. Таким же остался процессор Snapdragon 6 Gen 1. И память на 8256 гигабайт. Поэтому по производительности никакого прироста. Ну и динамик тут тоже, к сожалению, один. На 8 месте. OnePlus Nord CE 3. Его могут рассмотреть те, кто только хочет познакомиться с OnePlus. Покупая сразу не флагман за $800, а что-нибудь попроще.
Хотя таких людей совсем немного, поэтому на этот Nord можно еще посмотреть как на немного улучшенный смарт относительно прошлого Vivo. Здесь в первую очередь отличается железо. У OnePlus поставили Snapdragon 782G, который обходит 6 Gen 1 по тактовой частоте и производительности. Также добавили память следующего поколения, побыстрее. Поэтому Nord CE 3 лучше тянет игры и плавнее работает в мультизадачном режиме. Экран тут мало чем отличается. Разрешение 2412 на 1080 остается диагонально 6,7 дюйма, AMOLED-матрица и частота обновления 120 Гц. Ну и еще, как видите, сам дисплей ровный, без закруглений, которое так пугает некоторых. В целом, он такой же яркий, сочный, с глубокими цветами, приятными и в играх, и в фильмах, и просто при листании ленты. Из приятного – быстрая зарядка. В комплекте идет блочок на 80 Вт. Батарею на 5000 мАч с нуля заряжает за 40 минут. Да, держит, конечно, на пару часов поменьше, чем тот же Honor, но на рабочий и учебный день хватает с головой, чтобы потом еще прийти и провести вечер под сериал или простую игру. Камеры тут особо не блеснули. Все так же есть две заглушки и фронталка на 16 мегапикселей. Но вот в основной объектив поставили флагманский сенсор с оптическим стабом, поэтому мелкие детали OnePlus все-таки лучше вытягивает. Только корпус у него остался таким же. В круг пластиковым, хотя плюсы не пожалели и сделали стереодинамик, так что пластиковые нюансы можно простить. Резкий переход к защищенному монстру автономности, и на 7-м месте наблюдаем Doogee VMAX. Защищенный монстр автономности. В 3 словах лучше и не описать. Добавил этот смартфон в рейтинг для тех, кто ищет не элегантный телефончик для офиса или съемки смешных видосиков, а для тех, кому нужен реальный инструмент на рыбалку, в походы с тяжелыми условиями где-нибудь подальше от цивилизации. В одну цифру можно описать весь смысл этого Doogee – 22 тысячи мАч. Несложно догадаться, это объем его батареи. Интересно, насколько его хватает? А я вам скажу. Если пользоваться им как самым обычным смартфоном, сидеть в интернете, соцсетях, смотреть видео, переписываться и играть дней на 4-5 без единой подзарядки. Если говорить о походных условиях, где телефон достается разве что сфотографировать пейзаж или посмотреть время, то тут, думаю, понятно, что на неделю хватает свободно. Только вот заряжается эта бобина не так быстро, как хотелось бы. Около 6 часов с комплектным блоком на 33 Вт. Так что вот такие цифры. Из других достоинств. Защита по стандарту IP69K. Проще говоря, и нырять ему можно, и в грязи валяться, и с метровой высоты падать. И в огонь, и в воду, как говорится. По остальным же параметрам тут вот какой расклад. Процессор приличный. Dimensity 1080, память на 12-256 гигабайт, задел на будущее есть. Экран на IPS-матрице в целях экономии заряда, но зато с полноценным Full HD+ разрешением и частотой обновления 120 Гц. Из других интересностей – камеры. Мощный основной модуль на 108 мегапикселей, неплохой ширик на 16 и такая же фронталка. Если с ними все ясно, снять пейзаж и себя на его фоне хватит с головой, то основное внимание привлекает 20-мегапиксельный инфракрасный сенсор ночного видения. Вот на него уже интереснее снимать какие-нибудь ночные вылазки, причем с хорошей детализацией даже в полной темноте. На 6-м месте еще один вариант, который я бы назвал камерафоном – Huawei Nova 11. И это действительно хорошая предфлагманская модель, за которую в 2023 году попросили соответствующих денег. Сейчас же, когда в 2024 году его можно купить до 30 тысяч рублей, вообще подарок. В первую очередь он отличается фронталкой на 60 мегапикселей. Да, по этому параметру он король в своем, да и не только в своем сегменте. Снимает на порядок лучше любого смартфона из подборки. И стабилизацию во фронталку завезли, и угол обзора тут шире обычного. И даже ночью при плохом освещении отлично вытягивает детали и работает с тенями. Основной же модуль на 50 мегапикселей и ширик, соединенный с макро, на 8. Эти особо не отличились. Да, тоже хорошо работают при должном освещении, но ширик по вечерам совсем уходит в шум, а основной слегка смазывает. В общем, предназначение Huawei Nova 11 – делать селфи. Процессор тут только староватый – Snapdragon 778G, хотя если учитывать, что это предпоследнее поколение, то очень даже ничего уровень. В компании с памятью на 8-256 гигабайт смартфон хорошо тянет игры на средних настройках графики в 60 FPS. На рабочем столе, в базовых приложениях и соцсетях 120 Гц также плавно отрабатывают, поэтому к производительности особых претензий нет.
Экран отличается OLED-матрицей, фишка Huawei. Для глаз от обычного AMOLED отличия нет, разве что батарейка бы сильнее порадовалась, так как OLED все-таки побольше ест. А для Акума на 4500 мАч было бы как раз не лишним сэкономить. Благо в комплекте идет блок питания на 80 Вт, который за 35 минут делает с 0 до 100. Так что за время работы можно не беспокоиться. Давайте ненадолго отвлечемся от хороших камер и посмотрим на недорогой Samsung Galaxy A55. В какой-то степени спорный вариант, но все равно хорош. Сейчас расскажу. Для начала этот Samsung намного приятнее ощущается в руках за счет стеклянной крышки и металлической рамки. Он и визуально напоминает флагманский S23 и тактильно ему соответствует. Стереодинамиков тут не пожалели. Это важный плюс для некоторых. По классике присутствует лоток под пару симок, сканер отпечатка на экране и отсутствует мини-джек для наушников. Это уже база в современных смартфонах. Нас же на торцах интересует только металлическая рамка, которой нет у других конкурентов по цеху. Экран при этом хороший. На Super AMOLED матрице с Full HD+ разрешением и частотой 120 Гц. Да, Samsung тоже посчитали нужным выделиться и добавили еще слово Super к названию матрицы. Как будто от этого что-то поменялось, но не суть. По итогу все равно выходит отличный по яркости, цветопередаче, контрастности и резкости экран, с которым приятно проводить время даже людям с чувствительными глазами. Это я про мерцание шим говорю. Здесь с этим, как в целом и у всех, все в норме. Прот сюда поставили тоже свой, фирменный. Exynos 1480. Довольно-таки серьезный камень среднего класса. Не греется, не тротлит, хорошо тянет тяжелую нагрузку вместе с памятью на 8256 или 8128. Есть еще версия 12256, но она уже стоит под 40 тысяч рублей. Есть небольшой нюанс по зарядке. Мало того, что телефон поддерживает зарядку от 25-ваттного блока, так его еще и в комплекте просто нет. Не сильно приятно. Хотя батарейка на 5000 мАч заряд держит хорошо. На 4-м месте Xiaomi Redmi Note 13 Pro. И тут нет никаких секретов по зарядке. Все идет в комплекте и быстро заряжается. За 45 минут от 67-ваттного блока. К батарее тоже без вопросов. Базовых 5000 мАч хватает, чтобы ставить смарт на зарядку максимум один раз в день, не считая, конечно, игровой нагрузки. Хотя об игровых нагрузках тут сложновато говорить. Все-таки Helio G99 Ultra тут стоит. А с ним дальше низко-средних ничего не светит. По крайней мере, если хочется стабильное 60 кадров в современных тяжелых тайтлах. И какой бы Ultra, Ultimate, Pro Max Edition этот процесс бы ни был, он все равно остается, грубо говоря, немощным G99. Его хватает для плавной и быстрой работы интерфейса. И все на этом. Хотя, конечно, для Pro-версии Xiaomi могли бы поставить что-то интереснее, чем просто дополнительное слово «ультра» в названии. В остальном выделилась только камера. Да, снова. Но, по крайней мере, Xiaomi очень хотели. Так хотели, что аж сделали основной объектив 200-мегапиксельным. Громкая цифра, которая не дает права назвать Note 13 Pro камера фона. Но, признаться честно, камеры-то все равно неплохие, не считая 2-мегапиксельного макро. А основной, фронталка и ширик очень хорошо справляются при хорошем свете, да и без него стараются. В 4К разрешение с оптической стабилизацией и четкой работой алгоритмов. Экран тут такой же, говорить о нем нечего. AMOLED 120 Гц, Full HD+, и диагональ в 6,7 дюйма. Не хватило еще разве что хороших материалов по корпусу, а то все пластик да пластик. Но хоть стерео не лишили, и на этом спасибо. 3-е место я отдал Infinix Note 40 Pro. Как по мне, один из самых близких к предфлагманскому сегменту смартфонов. Его же я поставил на 1-е место в рейтинге смартфонов Infinix 2024. Дизайн сразу цепляет. Яркие цвета, стеклянная задняя панель и металлический блок камер. Смартфон выглядит дорого, как в случае с Samsung Galaxy A55. А если взять зеленую версию с кожзамом, то чехол и вовсе не захочется надевать. Жалко прятать такую красоту. А что внутри? AMOLED-экран с Full HD+ разрешением и частотой обновления 120 Гц. Экран яркий, контрастный, на него приятно смотреть и глаза не устают. Процессор знакомый, Helio G99 Ultimate. Он, знаете, такой вроде и разогнанный, а вроде и нет. Базовый G99, короче. Но в целом тянет все. И приложения, и даже современные игры на низко-средних настройках.
Камеры тут приличные, хотя 2-мегапиксельный макромодуль явно добавили для галочки. Лучше просто зазумить основным, так качество теряется не сильно, разве что в темное время суток. А вот основной модуль на 108 мегапикселей с оптической стабилизацией даже в вечернее время справляется вполне достойно. Только ночной режим лучше обходить стороной, иначе снимки теряют шарм. Для повседневной съемки документов, пейзажей или того самого неба с облаками камера вполне справляется. Да и что-то нетипичное заснять можно. По батарейке у Infinix есть один козырь. 5000 мАч, 70 Вт, зарядка 45 минут. Это все понятно. Но из необычного — поддержка беспроводной 20-ваттной зарядки. Лично у меня в этом бюджете получилось найти только Infinix Note 40 Pro с такой приятной опцией. На втором месте Realme 12 Plus. Этот товарищ тоже занял свое место в общем рейтинге смартфонов по Realme, поэтому не добавить в этот топ тоже было бы неправильно. Его я советую рассмотреть, если вы ищете смарт под рутинные задачи без уклона в фотографию, автономность или производительность в нижней планке бюджета, то есть чуть дороже 20 тысяч. Это просто стильный, классный смартфон на каждый день как для студента, домохозяйки, так и для обычного рабочего человека. Начнем с процессора. Вместо привычного Snapdragon и этого надоевшего Helio G99 сюда поставили Dimensity 7050. Камень классом выше. Что это значит? А то, что графика здесь бодрее, да и память шустрее. Всякие тяжелые игрушки вроде PUBG, Call of Duty или даже Genshin Impact здесь идут полегче. Но, конечно, лучше не разгоняться с графикой на максимум. 120 FPS, увы, не выжмешь. Но разве что на самых мыльных настройках. Экран у Realme 12 Plus просто хорош. Ни больше, ни меньше. Самый типичный AMOLED, как у большинства участников этого рейтинга. Тоже высоченный уровень яркости, Full HD+ разрешение, 120 Гц, повышенный коэффициент контрастности и насыщенные цвета. Камеры ничем не выделились. Стандартный блок из основного модуля на 50 мегапикселей, фронталки на 16 мегапикселей, ширика на 8, макро на 2. Последнего сразу откидываем как дефектного. Ширик при хорошем освещении выдает отличные кадры с достойной детализацией и без смазывания по краям. Основной модуль на 50 мегапикселей SOIS тоже не подкачал, не считая ночных вылазок. Беспроводной зарядки тут не завезли, как и металлического торца со стеклом на спине. Но поставили стереодинамики, и на этом спасибо. Первое место я отдал Poco X6 Pro. В 2024 году это уже чуть ли не синоним недорогому геймингу. В пределах 30 тысяч рублей, как по мне, именно его можно рассмотреть в качестве игрового. Для начала тут стоит Dimensity 8300 Ultra, самый мощный проц из всего рейтинга. Ближе всего к нему разве что самсунговский Exynos 1480 или прошлый MTK 7050. Но именно 8300 Ultra все-таки лучше всех тащит игры на высоких настройках, сильно не нагреваясь и не сбрасывая частоты. Конечно, тяжелые игры в 120 FPS он не вытягивает. Давайте не будем требовать флагманской производительности от среднебюджетного сегмента. Но свои 60 FPS на высоких Poco X6 Pro показывает почти везде. Особенно на холодную. От этого же процессора танцует и обработка снимков. Если камера тут самая обычная, основной на 64 мегапикселя SOIS, ширик на 8, макро и фронталка, то аппаратно Poco лучше обрабатывает кадры. Особенно в местах с недостаточным освещением. Так что и камеры тут тоже хороши. Из базового. Экран на AMOLED-матрице с частотой 120 Гц и немного увеличенным разрешением. 2712 на 1220 пикселей. Плотность пикселей чуть повыше, но картинка сочная, яркая, с насыщенными цветами. Просто не на что жаловаться. Автономность тоже хороша. Батарея на 5000 мАч, блок питания на 67 Вт. В игровом режиме телефона хватает часа на 4. В среднеактивном — звонки, соцсети, листание мемов, мобильный интернет на один день свободно. Единственное, не хватило каких-нибудь наворотов. Может, беспроводной зарядки или стеклянной металлической спины. Но это уже придирки, конечно. В целом же выходит хороший мощный смарт с игровым процессором, хорошими камерами, отличным экраном и дневной автономностью. На этом мой рейтинг подошел к концу. Стоимость всех моделей рейтинга можете посмотреть по ссылкам, оставленным в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор.